Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем обустраивать базовую квартиру для прохождения челленджа 100 детей. Итак, я хочу поделиться заодно и опытом, который я накопила за 3 поколения мамочек, которые я уже прошла. У меня уже, по-моему, где-то 64 ребенка. Так что я опытная мамочка 100 детей. И решила с вами поделиться базовой квартирой, которая, конечно же, сразу вы не сможете въехать, если вы только начинаете челлендж, но вы можете подчеркнуть еще много идей. Я сейчас постараюсь еще все свои какие-то советики, секретики, которые я выявила, пока растила всех своих детей. Так вот, начинать я, конечно, советую с квартиры, потому что банально это дешевле, потому что когда вы покупаете дом, большая часть бюджета уходит у вас на дом, и все, как бы вы остаетесь там с 10 тысячами максимум, и как бы все. А из-за того, что мамочка по челленджу, по условиям челленджа не может работать, то и как-то обустроить быстро не получится. Поэтому лучше все-таки начинать с квартиры, потому что там только аренда, залог. Ну, как бы это мало на самом деле, поэтому вы можете более-менее как-то обустроить эту квартиру. Второй момент, который я хочу вам посоветовать, все-таки разделять комнаты тоддлеров и более взрослых детей, то есть школьников и подростков, которые у вас будут. Потому что если вы тоддлеру не поменяете подгузник, забудете, устанете, в общем, ваша мамочка закрутится, то никто не сможет нормально находиться в комнате. Ну, то есть, как бы тоддлеры с тоддлерами могут спокойно находиться, если у них они пованивают, а вот школьники и подростки будут жаловаться, у них будет плохое настроение, а так как нам нужно, чтобы наши подростки и школьники всегда были в хорошем настроении, чтобы они быстрее становились отличниками, чтобы они быстрее взрослели, то лучше все-таки не портить им настроение и разделять эти комнаты. Следующий момент по поводу тоддлеров. Очень советую вам их кормить выпечкой, потому что выпечка долго не портится вне холодильника. То есть обычно я там пеку несколько тортиков, и один тортик у меня все время находится на столе в главной комнате, и любой тоддлер как бы без моей указки может подойти и взять этот кусочек тортика. И, в общем, практически целый день, там, по-моему, даже больше 15 часов может выпечка храниться вне холодильника. Если вы какую-то обычную еду им так оставите, то она очень быстро, собственно говоря, испортится. А вот со всякими тортиками, кексиками, хлебом, там, в общем, их можно очень долго хранить. И то, что я подсмотрела у других семеров, это маленький холодильник в комнате тоддлеров. Это оказалось, правда, удобно. Ну, то есть вы можете сразу выставить этот там, тортик или еду, которая вам нужна, поставить в комнате тоддлеров, и они будут это есть. Особенно если вы, например, решили себе какой-то большой дом красивый построить. Хотя по своему опыту говорю о том, что очень тяжело управляться в большом доме, особенно двухэтажный. Это большая-большая морока. Ну, как минимум, если вы хотите двухэтажный дом, то комнату мамочки и тоддлеров делайте на первом этаже, иначе вы забегаетесь, и это будет пустая трата времени. А уже там школьники, подростки, какую-нибудь там комнату для скиллов, ну, то есть для обретение навыков можно уже как бы располагать на втором этаже, потому что и этими комнатами будут уже взрослые пользоваться, и это уже будет не так неудобно. Плюс, конечно же, люльки для самых маленьких лучше всего располагать в комнате мамочки, это самое удобное, ну, как бы логичное, чтобы ей далеко не бегать, и плюс, чтобы она просыпалась, когда они плачут, чтобы не нужно было вам будить ее специально. А по поводу навыков и денег, чем быстрее можно мамочку обогатить, чем можно и заниматься. Я занималась и садоводчеством, и чем, в общем, только я не занималась. Самое быстрое – это, конечно же, писать картины, потому что вы достаточно быстро начинаете получать неплохие деньги, особенно если вам случайно повезет нарисовать какой-нибудь шедевр, то там 1200 миллионов вы можете получить. Но для долгосрочной перспективы, когда вот у вас уже есть какой-то там накопленный капитал, можно писать книги, это лучше. Потому что, когда вы отсылаете на публикацию книги, вам потом ежедневно присылают как бы деньги за эти опубликованные книги, и вы постоянно как бы получаете какое-то капиталовложение. То есть вы написали, они уже дальше работают, собственно говоря, как и в обычной жизни, поэтому вы постоянно получаете деньги. И, конечно же, вам будут постоянно слать игрушки, всякие ништячки ваши папочки, ну, в смысле, папочки детей,
Они тоже бывают очень хорошие, дорогие игрушки. Я, в принципе, практически всегда их продаю, потому что на самом деле тоддлеров можно, практически, не то что не воспитывать, но сильно ими не заниматься. То есть, если им давать еду, если поставить много игрушек, купить планшеты, то они сами хорошо себя занимают. Особенно, если их несколько, они играют вместе. И плюс я часто ставлю, и в этой квартире я всегда ставлю большой замок, вот этот большой кукольный домик, он очень хорошо их занимает надолго. Вы можете ими, собственно говоря, не заниматься. Самое главное – это помыть их всех. Утро моей мамочки начинается всегда с того, что я всех тоддлеров перемываю, когда они у меня есть. Но я, в принципе, всегда выстраиваю так, что у меня всегда 1-2 малыша совсем, 2-3 тоддлера и там старшие, поскольку они уже там выросли. И по поводу того, что я всегда свойства участка меняю так, чтобы, они типа на линии, чтобы были, в общем, двойняшки-тройняшки. И у мамочки обычно, не цель жизни, а я не помню, как это называется, в общем, так, чтобы повысили шансы того, что у нее будет двойняшки-тройняшки. Кстати, за 64 ребенка у меня, по-моему, всего 3 или 2 даже раза были тройняшки. Это было для меня так неожиданно, но они все-таки были. В основном двойняшки. Так получается проще. Не знаю, как по мне, то быстрее получается, проще. И как-то, когда налаживается быт, когда вы понимаете, как все это делать, то, в принципе, никаких проблем не возникает, чтобы за всеми ими следить. Тем более, если делать так, что все равно какой-то взрослый будет, хотя бы школьник или подросток, удобно, когда подросток, потому что подростки могут помогать с маленькими совсем детьми, то, в принципе, никакой проблемы нету. Я не устанавливала здесь никому отдельный стол письменный, потому что они за ними не сидят, они всегда сидят на кухне, поэтому я очень люблю ставить вот эти большие круглые столы на кухне, кухни-столовые, и они там все дружненько сидят, общаются, делают уроки, у них повышается настроение, у них повышается общение, поэтому это такое место тусовочное. И, в принципе, я потом еще сделаю большое место с большими диванами, где все могут посидеть. Если вам позволяет бюджет, вы можете установить туда установку, в общем, там, где видеоигры, можно играть видеоиграми, тоже хорошо будет, потому что вы можете очень много людей, к этому подключить, и они все вместе тоже могут играть, общаться, и от этого и отношения улучшаются, и настроение улучшается, потому что вашим школьникам и подросткам нужно вкалывать, чтобы они быстрее стали отличниками. И я всегда по квартире расставляю все эти дополнительные задания. И по поводу навыков, которые можно быстро прокачать, там все равно, по-моему, 3-4 уровень нужен для того, чтобы стать отличником какого-либо навыка. Самый простой и самый быстрый навык – это навык пения. И когда они поют, у них еще и хорошо досуг повышается, и навык повышается, он достаточно быстро прокачивается, поэтому это такой самый рабочий вариант, как по мне. Вы можете установить какие-нибудь там детские еще для художки, там всякое такое. Инструменты можете купить, но это уже как вам захочется. Здесь я поместила все самые базовые необходимые вещи. Не самые необходимые, конечно, декора очень много, но это когда уже ваша мамочка немножко подзаработает, и вы сможете позволить себе весь этот декор, потому что вначале, конечно, только самое необходимое. И мамочке покупайте сразу хорошую кровать. То есть ищите за минимальные деньги максимальный результат. То есть там есть кровати, которые стоят не очень дорого, но они дают много энергии, потому что мамочке нужна будет энергия, она, скорее всего, меньше всего спать будет. Так как пока вы наладите все эти процессы, все равно будут какие-то малыши, которые будут постоянно будить, поэтому нужно все-таки маме спать спокойно. И, конечно же, нужны 2 ванны. Как ни крути, какой бы самый маленький домик не был, 2 ванны обязательно, потому что как только у вас хотя бы там больше 2-3 детей, с одной ванной вы просто не разойдетесь все вместе, особенно с утра, когда им всем нужно школу, кто-то обязательно опоздает и упустит, не сходит в туалет, и, в общем, от этого будут большие проблемы. Поэтому я даже в самой первой своей квартирке, небольшой, в которой я въехала, я сделала
крошечную ванную. Спасибо, тогда уже, по-моему, вышел университет с вот этим душем, который можно прямо над раковиной устанавливать, и он все равно и раковина, и душ работает, поэтому это очень спасает, если у вас очень мало места. Вы, кстати, можете tiny house сделать, ну, то есть крошечный домик сделать, тогда у вас немножко пониже будет аренда. Потому что в домах, в принципе, вся проблема в том, что очень дорогая аренда, потому что когда вы строите для большой семьи, вы в любом случае достаточно большой дом делаете, ну, даже самый маленький дом получается достаточно большой, потому что вам все равно нужно много людей разместить. И дорогая аренда получается, да, практически непомерно иногда большая, особенно если у вас нет какого-то накопленного капитала. Вот. Ну, кстати, по поводу капитала еще вы можете пару раз попереезжать. То есть выбрать сначала переехать в тот дом, который вам позволяет, потом вы можете продать всю мебель и еще раз переехать, и капитал увеличится. То есть я не знаю, как это получается, но ну, там типа из-за перепродажи мебели, еще что-то, немножечко увеличивается капитал. Я это обнаружила случайно, я не специально переезжала несколько раз, но так получилось, что тот дом, в который я изначально въехала, он совсем мне не понравился, то есть изначально он вроде нормальный, но потом я начала в нем играть, и как-то вообще никак. То есть с домами, конечно, немножко сложновато в этих 100 детей. Я вот начала в квартире, и в итоге поскиталась по нескольким домам, которые и сама строила, и готовые брала. И в итоге опять вернулась в квартиру, потому что квартира — это самое удачное в итоге приобретение, потому что нет второго этажа, не надо никуда бегать, все здесь, все рядышком, раздельные комнаты всем. Ну, есть большие квартиры, у которых недорогая аренда, в которых можно, в общем, разгуляться достаточно хорошо. Еще одна проблема, с которой, я думаю, все сталкиваются, это монстры под кроватью. Это был какой-то ад, особенно когда мы жили в маленькой квартире. Мама моя вообще не высыпалась, мамочка моя. К ней дети бесконечно бегали. Это был какой-то кошмар. В итоге потом я вычислила, что если подросток и школьник спят в двухспальных кроватях обычных, то монстры к ним не приходят. Если вам позволяет площадь, если вам позволяет квартира или дом, ставьте двухспальные кровати, тем более, что брат с сестрой спокойно спят в одной кровати. Даже я разнополых ложила, им вообще все равно. Они типа родственники, у них хорошие отношения, они спокойно вместе все спят, и вас не будет бесконечно, вашу мамочку, которая так уставшая. Поэтому, в принципе, у меня в квартире, в которой я играю, моя мамочка и дети все, в общем, спят на очень хороших двухспальных кроватях с хорошим, но они очень дорогие, потому что к третьему поколению вы, как ни крути, но вы накопите достаточную сумму, потому что там вот эти подарки от папочек будут, и какие-то дивиденды, картины, которые вы будете продавать, все равно так или иначе накопятся. Вначале, конечно, придется покрутиться, как ужин в сковородке, потому что будет мало денег, много детей, много забот и всего прочего, но я верю, вы справитесь. Это на самом деле очень затягивающий челлендж. Главное, сильно в него не втягивайтесь, в том плане, что делайте перерывы, потому что он такой немножечко надоедающий, но все равно интересный. Если делать с паузами, то очень даже классно. Все, приятного просмотра, до следующих видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.